Слава Украине, привет всем от Полонского. Бавовна. Как я вам и говорил, друзья мои, бавовна была не одна сегодня, и Ставропольский край был не один. Также Крым. Сегодня в Крыму была такая мультибавовна. Почему? Потому что было много дронов различного типа, много различных атак. И надо сказать, что рашистам перепало очень конкретно. Несмотря на то, что путинские боевики запретили местным избирателям Путина, а также тем, кто и не является избирателями Путина, съемку на телефоны, на камеры, на все что угодно. Запретили вывешивать это все. Данные приходят, и эти данные обнадеживают. И все нормально. Прежде всего был нанесен удар по так называемым вышкам Бойко, которые находятся в Черном море, грубо говоря, напротив Одессы. Ну, далеко от Одессы, но тем не менее. И которые периодически захватываются путинскими оккупантами. Они там выставляют свое российско-фашистское оборудование. Иногда там даже оставляют своих солдат, которые периодически отстреливаются. И вот интересное такое видео. У нас внизу в описании к данному ролику ссылочка. Да, как эти вышки отрабатывались сегодня. Они были отработаны очень хорошо. И самое главное, что вот я смотрю за следующей вещью, что там, видимо, штаб рашистов заснят. Видео с той стороны. Штаб рашистов заснят, и они беспомощно наблюдают за тем, как наши дроны отрабатывают вот эти вышки Бойко, где находится, как путинские, я так понял, как путинские боевики, так, видимо, и какое-то оборудование. Ничего сделать нашим морским дронам они не смогли. Каким образом происходила отработка? Подошли несколько дронов туда, один запустил несколько ракет, другой являлся маткой для ФПВ-дронов. Они туда полетели, что ракеты, что дроны. Все достигли цели. Рашисты только наблюдали, как там, как говорится, происходит аннигиляция. Сделать что-то и помешать каким-то образом этому вопросу они не могли. Интересно, что с утра в Коктебеле, буквально там в 100-150 метрах от берега, наблюдались другие дроны, которые летели вдоль берега. И опять-таки рашисты там стоят на берегу, говорят: боже, 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 а как это? Мы это видим своими глазами. А почему по ним никто не стреляет? Почему никто ничего не может сделать? Да, никто ничего не может сделать. Они дальше пошли. Ну, куда-то они там попали, эти дроны. Да, это немножко будем позже рассказывать. Ну и вишенка на торте. Да, также была атака по Севастополю, по оккупированному, по военным, конечно же, по военным целям. Еще раз говорю, сравните, как путинские бандиты атакуют Киев, Одессу, Запорожье, просто молчать буду, Херсон, Харьков, Сумы, исключительно гражданские цели, да. Посмотрите по нашим, как наши атакуют доблестно, четко по военным целям рашистов, да, вот называется, почувствуйте разницу, да. Дело в том, что удар по военной цели дает какой-то эффект, удар по гражданской цели дает только злость, все, больше ничего, толку с него нет. Хотя есть обратный толк, да, обратный смысл. Да, так вот, там отработали в Севастополе ряд целей, а также военный аэродром Кача, да. Говорят, что туда пришелся самый крупный удар за все время войны между Россией и Украиной. По оккупантам прилетело. Фото, видеоматериалы, опять-таки, внизу в описании к данному ролику можете посмотреть. Судя по всему, попаданий было много, попадания были четкие, и после них там начался пожар. Как только у нас появится больше информации по этой Каче, соответственно, мы вам это дело и доложим. Ну, пока что просто я же говорю, что оккупанты в Крыму, несмотря на все, опять-таки, посмотрите, если там, допустим, Ставропольский край или еще где-то дальше, там ПВО нету, ну и не было изначально. Все, что у них было, они стягивают в Крым. И вы посмотрите, а до этого в Крыму, я даже вешал видео там, не знаю, если сейчас найду, опять-таки прицеплю внизу к описанию к данному ролику, сколько за буквально неделю выбивали средств ПВО малыми дронами наши в Крыму. Там же не нужен мощный дрон. А там что хочешь, там повыбивали и касту, и имбирь, и так далее, и так далее. Ну, это все средства. С-300 антенну, да, грохнули. Вот, то есть это все дорогостоящие вещи, на которые не нужно там много взрывчатки. Подлетел дрон, на котором 2-3 килограмма взрывчатки, луснул, ее разнесло. Ну все, она больше бесполезна дальше. Это же не бронированные вещи. Вот, и очень дорогие вещи. Вот тоже, да, их, как говорится, противовоздушная оборона ничего не может сделать. Что сегодня в Каче, что на вышках Бойко, что вот с этими, буквально, я же говорю, там не одна, не два, там штук, наверное, 6 или 7 отработок, буквально только за последние дни.
Так что бавовна в Крыму цветет и пахнет, а российское ПВО, как говорится, смокчет кое-что.